Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим киш. Будет он без муки. Основа у него будет из сладкого картофеля батат, а начинка шпинат, лук и сырная заливка. Для основы нам понадобится примерно 700 грамм батата. Чистим его, нарезаем на крупные кусочки и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Я это делаю в микроволновке. Пока варится батат, средняя красная луковица, нарезаем ее четверть кольцами тонкими и обжариваем, разогрев столовую ложку растительного масла на сковородке до золотистого цвета. Убираем в мисочку и в этой же сковородке прогреваем несколько минут, помешивая. 250 грамм шпината. Нам нужно, чтобы он уменьшился в объеме. Перекладываем готовый шпинат на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Батат у нас сварился, толкушкой разминаем его в пюре. Добавляем соль, перец по вкусу, все как следует перемешиваем. Форма у меня тартовая, 26 сантиметров диаметром. Нужно смазать ее растительным маслом. И дно, и бортики. И выкладываем наше пюре из батата. Нужно это сделать ровным слоем и сформировать бортики. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. А пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Вот такие у нас бортики получаются. Сбрызгиваем форму растительным маслом. И тонким слоем кисточкой смазываем всю основу нашу. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Печем основу 40-45 минут. В моей духовке она пеклась 45 минут. Вот такая она у нас получилась. Выкладываем на нее наш обжаренный лук ровным слоем. И на лук сверху тоже ровным слоем распределяем все как следует. Выкладываем шпинат. Посмотрите, какие красивые цвета. Оранжевая основа, сиреневый лук и яркий зеленый шпинат. По-моему, очень красиво это все смотрится. Для заливки нам понадобится 3 яйца, 250 мл сливок. У меня 15% жирности сливки. Чайную ложку сухого чеснока добавляем, соль, перец по вкусу. Я еще добавляю примерно 1/3 чайной ложки мускатного ореха. Все размешиваем и всыпаем 100 грамм натертого сыра. У меня смесь чеддера и моцареллы. Вы можете взять любой сыр, который плавится, который вам нравится по вкусу. Выливаем нашу заливку на начинку, все распределяем и отправляем назад в духовку, но режим нужно поменять на 160 градусов. Режим обдув. Примерно на 20 минут. Вот такой у нас киш получился через 20 минут. Даем ему остыть. Убираем бортики. И так как киш у меня полностью не остыл, я не рискнула убрать его с дна формы. Прям так на дне формы и нарезаю его. Посмотрим, что у нас получилось в разрезе. Посмотрите, какой он румяный. Вот такой кусочек. И сейчас мы будем его пробовать. Друзья мои, это очень вкусное и нежное сочетание сладковатого картофеля и вкуснейшей шпинатно-луково-сырной начинки. Приготовьте.